Всем привет, с вами МШ. В прошлом видео мы с вами начали знакомиться с Днепропетровском со стороны, скажем так, руфинга, а теперь мы с вами познакомимся со стороны диггерства. Объясняю. Здесь есть метрополитен. Очень короткая ветка, всего 6 станций. Эту ветку решили продолжить строительством еще 3 станций. В силу очень плохого финансирования этот метрострой сейчас практически заморожен, а может быть заморожен. Это мы узнаем немножечко позже. И мы решили сегодняшней ночью его немножечко зашатать. Так что оставайтесь. С вами МШ, с вами Максим, который там подсвечивает немножечко фонарем. И мы сегодня вместе с ним изучим, а вам заодно покажем, как обстоят дела в Днепропетровском метрострое на январь 2016 года. Сегодня в минутке капитализма минутка прекрасного. Ведь что может быть приятнее заброшки и красивой девушки на ней? Знакомьтесь, Илона Линард. На ее канале вы увидите много различных заброшенных мест. Чернобыльская зона отчуждения, испытательные полигоны, пионер-лагеря и многое другое ждут вас на ее канале. Будучи журналистом и имея отличную съемочную технику, она грамотно рассказывает и красиво показывает те места, где когда-то была жизнь. Заходите, смотрите и подписывайтесь, не пожалеете. Ссылка в описании к видео. Строительство метрополитена в Днепре – это больной и насущный вопрос для города. Впрочем, в любом крупном городе бывшего Союза, где планировалось строить или развивать метро, кроме Москвы разве что, этот вопрос является больным и насущным. Особенный привет Омску, Красноярску и Челябинску. Что же по Днепру? Его действующий метрополитен состоит из одной линии, на которой 6 станций. Маловато будет. Изначальный план развития этого метрополитена вполне логичен. Это соединение 2 берегов Днепра, центра, жилых массивов и заводов. Отличный план, да реализация подкачала. Перенесемся с вами в 1995 год. Именно тогда, 29 декабря, был открыт Днепровский метрополитен. Открывался он с муками, ибо стандартные причины тому мешали. Финансирование, развал страны, экономический кризис. Впрочем, из видео в видео почти я это повторяю. Но таки открыли. И в начале 96 года начали строить его продолжение, заключающееся в продлении открытой линии на 3 станции – Театральная, Центральная и Исторический музей. По расчетам, их открытие позволило бы увеличить пассажиропоток в 3 раза. И вправду, когда я прокатился по Днепровскому метро, то удивился очень малому количеству людей, хотя время не самое позднее было. Но это объясняется просто. Тут кто-нибудь есть? В советское время все было запланировано с умом. Первая очередь из 6 станций связывала крупные заводы и заканчивалась у ЖД вокзала. Планирующийся участок со следующими 3 станциями связал бы крупный жилой массив и вышеупомянутые вокзал и заводы. То, что страны не станет, то, что заводы почти встанут и пассажиропотоки изменятся, никто и не предполагал. Но что случилось, то случилось. И хоть часть станций опустела, но жилые массивы по-прежнему жилые. Планируемые 3 станции городу нужны. Ну что ж, строить надо? Строим. Были заложены стволы, то есть вертикальные выработки, которые при строительстве метрополитена служат для выемки грунта и подачи материалов. Мы едем. Да, пешочком-то. А после окончания строительства становятся вентиляционными шахтами. Каждый ствол имеет свой номер. Нормы эксплуатации метрополитенов на территории бывшего СССР предполагают наличие одной вентиляционной шахты на каждом перегоне и одной на каждой станции. Потому и стволы закладываются таким образом, чтобы находиться либо неподалеку от будущей станции, либо ближе к середине перегона. Для строительства 3 станций было предусмотрено заложение 6 стволов. Часть из них, кстати, была заложена при строительстве еще первого пускового участка, 80-е. А дальше, за более чем 2 десятилетия, работы двигались настолько медленно, что не было пройдено даже 5-й части от того, что нужно. Перед вами на экране схема строительства 2-го пускового участка. Этот пусковой участок как раз и включает оговоренные выше 3 станции. Тут разными цветами показаны тоннели, которые необходимо построить. Серый цвет – это действующий метрополитен. Все остальное – то, что нужно построить. Красным цветом показаны пройденные выработки, и не надо быть специалистом, чтобы понять. За 2 десятилетия можно было бы построить это несколько раз. Даже в слабо развивающемся метрополитене Санкт-Петербурга с 95 по 2018 открыли 1,5 десятка станций. Сама схема, которую вы видите, 2013 года. Но ко времени моего посещения там почти ничего не изменилось, потому я и буду пользоваться в этом видео. А что с метростроем происходит сейчас? Описать этот мрак очень сложно, так как там все в кучу. В июле 2016 года был подписан контракт с турецкой компанией «Лимак» на строительство этих злосчастных 3 станций. Куда ты
денежки берешь? Из шкафчика. Деньги выделили Европейский банк реконструкции и развития и Европейский инвестиционный банк. Условия выделения средств – международный тендер, в результате которого и победил турецкий Лимак. Днепрометрострой, который по идее должен строить дешевле, просто не прошел по условиям тендера. Почти нет работников, они просто разбежались из-за отсутствия работы. Гнилое оборудование и так далее. Оказывалось давление на трудовой коллектив, поэтому сюда и вышло так немного. Последний звонок председателю от Миллера. Если вы уйдете с площади, мы ваш вопрос рассмотрим. Если вы не уйдете, мы ее снимем с повестки дня. Как это назвать? Пренебрежение, плевок в сторону людей. В итоге на зарубежный кредит строят зарубежные строители. С точки зрения экономии средств абсурдная ситуация. И если поначалу в роли субподрядчика на площадках светился Киевметрострой, то в последнее время его не видно. А вишенкой на торте стало то, что турки будут строить новомодным новоавстрийским методом, проходя новые стволы и практически не используя старые. То есть почти вся работа последних 2 десятилетий будет закопана. Шедеврально. И да, опубликованного проекта того, как будут строить турки на момент монтажа видео, не было, но на площадках они уже ковырялись. Такой вот тлен. Но видео оно старенькое, потому перенесемся в 2016. Приехав тогда в Днепропетровск, да-да, до переименования города оставалось еще несколько месяцев. Так вот, приехав туда, я был в курсе, что есть метро, есть метрострой, долгострой и все. Никакой конкретной информации по стволам у меня не было. Хуже того, я считал, что протяженность выработок гораздо больше, и потому, шибко не парясь, взял приятеля за компанию, выбрал первый подходящий для залаза копер, залез туда и... Впрочем, сами увидите, что и... К сожалению, у меня не было нормального интернета, чтобы изучить все номера стволов, поэтому могу сказать только одно. Мы находимся в одном из будущих вентиляционных стволов, а на данный момент этот ствол как бы активно, принадлежит метрострою, через него идет подъем, выемка грунта, должна идти, по идее, и, соответственно, подъем и опускание людей по клети. Сейчас мы спускаемся в этот ствол, как видите, глубина, на которой нам нужно спуститься, весьма и весьма приличная. И мы, пользуясь вот такой вот лесенкой, людским ходком, производим, точнее, наш спуск вниз. Снимать, естественно, не очень удобно, но я думаю, что в этом ничего интересного нет. В лесенке, как лесенки, пролеты, лесенки. Почесали вниз, внизу и встретимся с вами. Интересный моментик, как обычно, если мы до этого лезли по довольно-таки удобному такому лестничному пролету, то последние метров 7 нам предстоит проползти по, не пойми, вот такой вот, как будто просто тупо брошенной, вот не шатающейся лестничной вот такой вот клетке, скоб-трапу. Ну, не совсем скоб-трап, но тем не менее как-то она очень аляповато приделана, и нам туда вниз. Сейчас попробую протиснуться. Тяжело быть блогером, ребята. С рюкзаками, с оборудованием, совсем беда. Главное, чтобы она под моим весом никуда не поехала. Это придется снять себе всю барахло. Макс мне его потом подаст. Вот так вот. А вы все блогеры. Это я еще сегодня с легким рюкзачком. По минимуму. Жрать меньше надо. Все, подавай самолет за тупик. Сейчас не взял еще. Взял. Ага. Так. Все. Итак, уважаемые господа, спустившись по вот этой вот такой очень неудобной, скажем так, лестнице, мы оказались в месте, которое называется Руддвор. Отсюда в обе стороны идет разработка тоннеля. Внизу под нижней частью, скажем так, где паркуется клеть, находится Зумф. Зумф – это место, куда стекает, нижняя точка, скажем так, куда стекает вся вода, и отсюда она откачивается уже насосами, когда достигнет какого-то определенного уровня. У меня есть очень жесткое подозрение, что мы попали, скажем так, в ствол, который был выкопан, но дальше не разрабатывался, потому что с одной стороны забой, и с другой стороны, Макс говорит, тоже забой, то есть, грубо говоря, тоннель упирается в тупик. По идее, сюда, здесь должна быть проложена узкоколейка, и потом вбок уже должно начаться рытье непосредственно перегонного будущего тоннеля. К сожалению, сейчас мы видим только то, что тоннель упирается непосредственно в породу. Все интенсивно течет.
Но, увы и ах. Сейчас немножко неудобно все это дело снимать. Всякие доски тут навалены. Но благо чугунные тюбинги имеют достаточно большие ребра, по которым довольно-таки удобно шагать. И я могу в относительной сухости добраться до лба забоя. Вот это место называется лоб забоя. Сверху прикрыто сеткой, чтобы не обваливалась порода. Ну а здесь надо все это дело вырабатывать и вывозить на вагонетках. На данный момент это тупик нашего тоннеля. О, сейчас бы мне тут не навернуться. Сейчас попробую встать. Что у нас здесь? У нас здесь настоящий камень. Здесь, скорее всего, ведутся буровзрывные работы. Хотя, возможно, это... Нет, это именно камень. Вот, смотрите, это камень. Так что здесь проходка щитовым способом, можно сказать, невозможна. И здесь ведут работы буровзрывным способом, наверняка. И вот она, уже постоянная обделка в чугунине. Сейчас надо посмотреть, что находится с той стороны. И если мы обламываемся, никуда не попадаем, придется идти искать, смотреть другие копры. Вот такие вот дела, ребята. Такие вот обломы ждут тех, кто не знает, где и как правильно залезть. Знал бы я нужный ствол, было бы все проще. Ну да ладно, хоть так вам что-то показал. Уже что-то. Откачка воды из зумфа осуществляется с помощью вот этого насоса. Мотор в качестве привода электрический. Ну и, собственно говоря, сам насос. И по вот этому трубопроводу откачанная вода поднимается наверх. Мы сейчас с вами поглядим, что находится с той стороны. Хотя, в принципе, не надо быть 7 пядей во лбу, чтобы понять, что этот ствол для нас не интересен. К сожалению. Очень к большому сожалению, потому как осмотренные другие площадки метростроя, точнее другая площадка метростроя, не выявила там наличие копра. И, соответственно, я не могу поверить, что здесь вообще ничего нету в плане каких-нибудь сколь-либо протяженных тоннелей. Но сейчас мы выберемся на поверхность. Придется помучиться с викимапией на телефоне. Надо было сделать это раньше, но надежда, как говорится, умирала последней. Просто на телефоне это адово неудобно делать. Такой же забой. Все. Здесь в этом стволе больше смотреть нечего. Выбираемся на поверхность и за пределы периметра. Дорогие товарищи, мы вылезли из той шахты вполне успешно, залезли в интернет, с диким трудом прогрузили викимапы и поняли, что мы залезли в шахтный ствол номер 12, в котором ничего нет, впрочем, как вы и убедились. И узнали, что в 11-м стволе, от 11-го ствола, немножечко пройдено тоннели, совсем копеечки. И действительно, этой схемы тогда у меня не было, а теперь-то все очень даже ясно. Вот он, 12-й ствол. Еще раз напомню, красным цветом показано то, что построено. Это мы с вами и увидели. Ствол и роддвор. С тех пор мало что изменилось. Пройденные выработки были в 2004 году. А дальше, когда я читал ветку форума про этот ствол, я понял, что там полная неразбериха была. По схеме вы видите, что ствол относится к станции метро Театральная, но годом ранее от ее строительства решили отказаться. Впрочем, ствол все равно нужен был, для вентиляции. Его построили, а потом решили все-таки Театральную построить. В любом случае, то состояние ствола, что вы видели, сохранилось и поныне. Ну, разве что более ржавым все стало. А в свете того, что труки хотят строить по-своему, этот ствол вообще может не в удел оказаться и будет забутован. Впрочем, время покажет. А сейчас мы с вами находимся здесь. Этот ствол самый ближний к действующему метрополитену. Именно здесь в августе 2008 года была осуществлена сбойка одного из строящихся тоннелей с тоннелем действующего метро. Второй тоннель из метрополитена был соединен с системой 11-й шахты еще до открытия первого участка. Дальше тоннель не проходили, так как там находится ПУН, и на его проходку нужна техническая подготовка, а значит и средства. На данный момент 11-й ствол частично вентилирует тупики метрополитена, а в остальном является объектом метростроя. По его системе мы чуть-чуть и пройдемся. Мы приехали к 11-му стволу и каким-то образом оказались уже внизу. А на самом деле каким-то образом включает в себя один довольно-таки интересный моментик, связанный, скажем так, с некоторым ронянием кирпичей. Я его не снимал, потому что мы оперативно проникали, а когда будем вылезать, постараюсь поснять. А сейчас мы уже находимся в дворе ствола номер 11 и пойдем посмотрим, до чего докатился Днепропетровский метрострой.
Роддвор обычен, ничего такого особенного. Стоят насосы. Повсюду включен свет. Вот единственное, что, кстати, насосов намного большее количество, но здесь и водоприток выше в силу того, что объем выработок больше. Мы сейчас с вами... слушай, а пойдем прогуляемся вот по этому обходному тоннелю? Потому что там будет жижа и чача. Итак, различные надписи, типа «Не включать, работают люди». И мы обходим здесь, по идее, когда будет уже метрополитен, будет так называемый вентиляционный затвор, а это, может быть, станет какой-нибудь обводной канал вокруг этой гермы. Но в любом случае мы идем по такому дугообразному тоннелю и попадаем в тот ствол. Так, сигналы вверх-вниз. Это для стволового. Стволовой человек, который отвечает за управление клетью. Он спускает и поднимает ребят вверх-вниз, спускает, поднимает грузы в вагонетке. Когда мы в шахту опускаемся, неважно, стужа или зной, слегка в клети мы потолкаемся, зато нас встретит стволовой. На нем всегда фуфайка ватная, и спит на службе он порой. Но перспектива неприятная — иметь под старость геморрой. Стволовой, стволовой. Как-то так. Повсюду довольно сильно течет. И вот сами узкоколейка, любимая узкоколейка. Там стоят вагонеточки. А сзади нас остается ствол, по которому мы сейчас слезли вниз. Узкоколейка уходит прямо туда, то есть опускается клеть, туда заезжает вагонетка и уезжает вверх, чтобы опрокинуть свой груз в лице выработанной породы. Пекин, Сеул, кто дальше? О, народ прикалывается. Ладно. Вот там вот чувачок сидит. Уж точно я не ожидал увидеть среди этой атмосферы уныния и полузаброшенности обжитое место. За полиэтиленовой пленкой явно кто-то обитает, и потому мы, резко притихнув, уходим в сторону перегонного тоннеля. На схеме видно, да и я рассказывал, что эта система соединяется с действующим метрополитеном только посредством одного тоннеля. Второй сбойки еще не было, так как нет финансирования на прохождение сложного участка через полугон. Потому, обходя места, где капает вода и стараясь не сходить с рельс узкоколейки, чтобы не вымокнуть, мы идем в сторону левого перегонного тоннеля, будущего второго пути метрополитена. А вот это будущий перегонный тоннель метрополитена. Левый тоннель, видимо, пике 12. Пойдем в самый конец сходим. Какой он мокрый, мама мия. Мне говорили, что Днепропетровский метрострой очень грязный и очень мокрый. Но, походу, не обманывали, потому что воды здесь течет более чем. Хорошо, я хоть не в кедах. Стоят вагонеточки. Здесь намного теплее, поэтому у меня объектив у камеры запотел. Это печально. Ну да, течет, конечно, просто по-адовому. Протекает отовсюду. Видимо, чеканка сделана некачественно, поэтому как-то так это все выглядит. Туда дальше идет забой. Висят предупреждающие таблички, видимо, что идти дальше не стоит. Посмотрим, что. Стой, хода нет, проход запрещен. Ну вот как-то так. Ну а мы пойдем дальше, нам деваться некуда. Хотя, может быть, мы далеко и не пройдем, потому что там проливает, мама, не горюй. Ну вот такие вот дела. Вот так вот оно весело проливает сверху через технологическое отверстие в тюбинге, давая жизнь очередному потоку воды. О май гадабл. Валим, проходим быстро и уходим дальше. Плюс от этой поливающей воды только в том, что она заглушает наши шаги и наш разговор. Не больше. И вот мы дошли до места, где заканчивается узкоколейка. И тут еще вот такие вот передвижные рельсы. Это, видимо, их специально двигают. И по ним
ездит вот такая вот конструкция для того, чтобы метростроители могли чеканить как раз те самые швы. Чеканка нужна для того, чтобы сделать гидроизоляцию тоннелей. То есть как бы тюбинги, естественно, не плотно прилегают друг к другу стыками. Вот здесь как раз видно, как они скреплены вместе болтовыми соединениями. Но оно, естественно, не идеальное. И, соответственно, почеканивается мягкой свинцовой проволокой. Насколько я знаю, свинцовая проволока расплющивается и хорошо держит воду. Главное качественно все сделать. Кстати, это не только камера потеет, здесь на самом деле очень дикая влажность, поэтому практически очень так слабо видно. И мы снова упираемся в забой. На самом деле это не забой. Это сейчас я, сидя дома перед схемой, знаю, куда пришел. А тогда я думал, что пошел по тоннелю в сторону будущей станции Театральная. На самом деле мы пришли к действующему метрополитену. Эта стена воздвигнута для разделения зон строительства и эксплуатации. Непосредственно после сбойки оно выглядело как на фотографии. Ну а сейчас сплошная стена. И даже если что-то случится в метрострое, то метрополитен не пострадает. Метров за 40 до этой стены даже залито бетонное основание пути. Странно, что я не сообразил, что мы пришли к метро. Впрочем, с дивана оно всегда спокойнее рассуждать, особенно по сравнению с напряженной обстановкой на объекте. А дальше началась самая комичная и в то же время самая грустная часть нашего похода. Идя обратно сквозь падающую воду и туман, мы увидели слабый отсвет фонаря. Явно кто-то нас ждал. Так оно и оказалось. Еще находясь у ствола, мы таки разбудили метростроевца, который спал за полиэтиленовой пленкой. Он вышел проверить тоннель. Мало ли, может, показалась ему человеческая речь среди капающей воды. И выйдя в перегонный тоннель, он очень выпал в осадок, когда увидел свет наших фонарей, бьющих издалека. При встрече он спросил, мол, не духи шахт ли мы? Вид у него был при этом весьма испуганный. Но мы оказались вполне реальными людьми, да и дедушка-метростроевец тоже. Я попросил его дать нам посмотреть забой в сторону Театральной. Снималось под полы, потому на качество съемок сильно не гневайтесь. На камере вы видите конец тоннеля. Это забой. Когда метро построят, по этому тоннелю будут ехать поезда со стороны новых станций. Посмотрев забой, мы пошли к стволу. И пока шли, разговаривали о насущном, и становилось как-то очень грустно. Метростроевец сетовал на то, что денег не платят уже полгода. Строительство стоит. Никому ничего не нужно. Какая-то безысходность. Сидит он под землей, зарплату не платят, а ту работу, которую он привык делать ему не дают, так как в городской власти одни популисты сидят. Таковы реалии. Он поинтересовался, как мы попали сюда, ведь все закрыто. На что я ответил, что через ствол, ибо иначе никак ведь. Мы попрощались и с грустью пошли выбрасываться. Еще нас напрягало то, что он может позвонить наверх, и там нас будут ждать. Но почему-то верилось, что обойдется все. И вновь мы подходим к двору с каким-то очень печальным чувством на самом деле. Ибо бесконечно жаль. Бесконечно жаль этого работника, которому уже полгода не платят зарплату. Включилась вентиляция, по-моему, вообще лить поехала. Нет. Трасса едут? Нет. Трасса не едут. Ладно, главное, чтобы голова не поехала от этого всего. Надо петлять по-быстрому. Я же обещал показать, как мы попадали. Сейчас я могу показать это место без проблем, так как по сообщениям от моих знакомых диггеров, кто там был спустя некоторое время, там уже все заварено. Очень такой серьезный баланс, очень тяжелый, очень опасный. Потому что в любой момент он может сорваться и полететь вниз. По столу шахты. Проблема в том, что я наверняка смазывался в масле, здесь трос масляный. И, в общем, шапка у меня и вся одежда жестко в масле. Вот так вот и живем. Такой вот он суровый метрострой. Все, заканчиваем съемку, давай камера. Вот этот вот трос, вот рука товарища, а вот туда я сейчас выключу. Вот туда уходит ствол, в самый низ. Ладненько, мы продолжаем выброску. Здесь надо еще одну тему замутить.
прикол, что въездные ворота вот здесь находятся, а наша тачка находится вот здесь. То есть мы вообще не паримся. Ну и вот на фоне сзади находящегося у нас Капра наши немножечко темные лица. И я хочу с вами попрощаться. Мы хотим с вами попрощаться. Таков был печальный метрострой. Искренне пожелаю этому городу скорейшего развития подземного транспорта, чтобы наконец-то главы города, главы государств как-то смогли там договориться, государства и там Евросоюза, кто будет финансировать, если Украина сама не сможет потянуть. И скорее все это дело достроилось и наконец-то начало возить людей. В общем, всем вам мира, ребят. До следующего видео. Лайк, репост. Пока-пока.